Вот вы знаете, вот хтонические существа. Он должен быть немного инфернальный. Ну, это связано со щекоткой. Всем привет, с вами Андонайт, и это моя третья несчастная попытка записать это видео. Первый раз я нажимала не на ту кнопочку на дистанционном старте. Второй раз я понаделала кучу фотографий. Ну, пусть все получится. И для начала спасибо вам большое за лайки и комментарии к видео про рисование кошек. Я, честно говоря, не ожидала, что это видео вызовет такой положительный отклик. И я видела в комментариях, вы меня просили сделать третью часть, либо аналогичное видео про человека, либо про собак. И тут везде есть нюанс. Про кошек я рассказала, в принципе, все, что знала, ну или, по крайней мере, все, что вспомнила. Я не думаю, что у меня сейчас есть достаточно материала для третьего видео, но как только наберется, я, конечно, сделаю третью часть. Про человека тема очень обширная, очень. В одно видео, конечно, не влезет, тут начинать нужно со скелета и дальше идти по частям. Но если вы хотите, я и такой цикл тоже сделаю. И касаемо собак, тоже все не так просто, как с кошками, потому что разница в пропорции и в экстерьере у различных пород собак гораздо больше, чем у пород кошек. Поэтому по каждой породе собак это должно быть отдельное видео. Если вы хотите, пишите в комментариях породы, про которые вам бы хотелось узнать. И порода, которая наберет больше всего комментариев, войдет в следующее видео. А учитывая, сколько у меня, в принципе, подписчиков, наверное, это будет порода, которая наберет один комментарий. Пожелаем ей удачи. Поскольку туториала сегодня не будет, я решила вам рассказать несколько историй из своей практики фрилансера. Первая история – это был сложный и не очень удачный заказ. Его мне подогнала коллега. Она как дизайнер делала обложку для будущей книги, а мне как иллюстратору передала часть заказа по рисованию персонажей для этой обложки. Одна из сложностей заключалась в том, что роман еще не был написан, то есть у меня не было текста, который можно было бы прочесть. Вторая сложность заключалась в том, что работа велась через двух посредников, получается, моя работа через двух посредников. Первым была моя коллега, я переписывалась с ней. Она, в свою очередь, переписывалась с представителем писательницы, а писательница не общалась с художниками вообще никак. И через вот этот испорченный телефон я получила несколько описаний персонажей. С большинством из них все было довольно просто, потому что в видении писательницы они были похожи на известных актеров. И достаточно было просто нарисовать актера и одеть его в описанные вещи. С главным героем было все сложнее. По описанию это был ботаник, заучка, робкий, но при этом нравящийся девушкам. Я нарисовала такого милого, трогательного парня. Потому что робкий ботаник может нравиться, наверное, потому что он трогательный. Писательнице не понравилось. От нее пришел комментарий, что он должен быть немного инфернальный. Я поскрипела мозгами и нарисовала, как я это поняла, инфернального робкого ботаника-заучку, который нравится девушкам. В этот раз тоже не подошло. Писательница прислала имена актеров, на которых этот персонаж должен быть похож. А теперь внимание! Эти актеры Сергей Безруков и Бен Стиллер. Сергей Безруков и Бен Стиллер. Как видно, очень похожие друг на друга люди, из которых легко скомбинировать рыжего инфернального ботаника-заучку, который нравится девушкам. Ну, сделала, что смогла, отправила писательнице, вернее, коллеге, потом представительнице, потом писательнице. Ей опять не понравилось, и она прислала фотографию своего знакомого, на которого этот персонаж должен был быть похож. Персонаж стоял в полный рост на берегу моря, где-то вдалеке. Вокруг него было полно свободного места, соответственно, он сам был нарисован очень мелко. Сфотографирован очень мелко. И каждый
кто занимается рисованием портретов по фото, сейчас просто прочувствовал мою боль. А мы при этом еще помним, что это должен быть Безруков стилер, рыжий инфернальный заучка-ботаник, робкий, который нравится девушкам. Ну, в конечном итоге что-то получилось, писательница осталась довольна, я получила свою денежку, закрыла заказ и забыла об этом года на 2. К тому времени я уже ушла с той работы, моя коллега стала моей бывшей коллегой, мы уже давно с ней не общались, я уже и забыла про эту историю. И вдруг мне в личку приходит сообщение: «Здравствуйте», и картинка. А вот это ваши иллюстрации? Я говорю: да, вот делала такой-то заказ. Как оказалось, моя коллега не рассказала своим заказчикам, что она привлекла еще одного исполнителя. И они всю дорогу думали, что это она рисует. Это одна из причин, почему коллега отказывалась вывести меня на прямую связь, если не с писательницей, то хотя бы с ее представителем. И если бы эта книжка вышла именно в таком оформлении, везде бы под моими иллюстрациями стояла подпись моей коллеги. К счастью или не к счастью, даже не знаю. Книга в итоге вышла совершенно с другой обложкой. Но осадок остался. И из чего мой вам совет: старайтесь по возможности вести дела в переписке, чтобы все было зафиксировано, чтобы можно было перечитать, пересмотреть, сделать копии и так далее. Если у вас нет возможности или заказчик не хочет вести деловой переписки, то заключайте договор. Потому что на словах, конечно, ничего никому не докажешь. Ну ладно, а теперь поговорим о веселом. Конечно, вы когда прочитали название видео, вы ждали каких-то приколов. А начнем с самого лайтового случая. Такой, наверное, был у многих. Мне написал в личку молодой человек с просьбой нарисовать его портрет. Я согласилась, говорю: конечно, опишите, пожалуйста, подробности, чтобы я могла сформировать цену. Он говорит: хочу обнаженный портрет, полностью в полный рост. После некоторых раздумий и с некоторой цензурой я согласилась. Мы вроде как перешли к обсуждению цены. И тут он говорит, что он предполагал, что это будет бартер. Он мне предоставляет в качестве натуры свое, цитирую, спортивное, молодое, накачанное тело, а я за это бесплатно предоставляю ему рисунок. Наверное, он решил, что в интернете очень трудно найти фотоматериалы молодой спортивной мужской натуры. В общем, я отказалась. Следующая история чуть более пикантна. Я нарисовала эскизы лошадей, выставила их в своей галерее. Они были не то чтобы очень анатомически подробные, но на одном из рисунков было прям видно, что это конь, а не кобыла. Вскоре после публикации мне написал в личку потенциальный заказчик. Говорит: вы можете нарисовать для меня лошадей? Я говорю: конечно, не вопрос, опишите подробности, чтобы я могла сформировать цену. Он говорит: ну, как вы насчет фетишей? Я так: опишите, пожалуйста, подробности, потому что фетиш бывает разный. Может быть, не знаю, фетиш на красные туфельки, а может быть фетиш, который я не соглашусь рисовать. Дальше пауза. Он пишет: ну, это связано со щекоткой. В моей голове уже закрутились шестеренки, что там такое с лошадьми и щекоткой. Я говорю: опишите, пожалуйста, подробности. Он говорит: постойте, а вам есть 18? Я говорю: мне 26. Опишите, пожалуйста, подробности. На этом разговор временно закончился, потому что уже было поздно, я пошла спать. На следующий день я рассказала эту историю всем своим знакомым, коллегам, друзьям. Получила массу просьб держать в курсе и, конечно же, рассказать, что в итоге человек ответит, потому что интересно было всем. Но, к сожалению, он так и не ответил. И тайна его фетиша с лошадьми и щекоткой останется загадкой. Следующая история произошла не со мной, но это просто эпик. В то время я общалась с другими художниками в одном общем чате, и этот заказчик переходил от одного к другому, везде получал отказы, и по переписке гуляли просто феерические скриншоты переписок с ним.
Для начала он хотел рисунок красивой, обнаженной девушки с большой грудью. На этом моменте большинство соглашались и просили описать заказ поподробнее. Следующий его комментарий был в том, что девушка должна быть похожа на маму дяди Федора из Простоквашино. Она должна быть в первой его версии подвешена, в дальнейших версиях связанная на коленях. Дальше просто погрузитесь в пучину человеческого сознания. У ее ног должен быть галчонок, и он должен клевать ее лобок. И последний его комментарий: пожалуйста, посексуальнее, она же все-таки птичку с собой кормит. Мне до сих пор интересно, нашел ли он своего исполнителя. Было еще много всяких небольших нюансов, не заслуживающих отдельной истории, но тем не менее. Например, один раз заказчик умолчал от меня то, что он хотел внести правки с формулировкой «Я подумал, что я решил тебе не говорить, чтобы тебе было проще». То есть он точно знал, что именно он хочет, но мне решил не говорить. Были еще люди, которые хотят бесплатный рисунок. Я говорю: нет, извините, это только для близких друзей. Дальше после этого в большинстве случаев следовало совершенно неожиданное и абсолютно неподозрительное предложение: а давай с тобой станем друзьями. И еще один заказчик. Там, конечно, ничего такого, но впечатление у меня осталось. Мы с ним договорились о схеме работы. Сперва ТЗ, потом эскиз, потом 50% предоплаты, потом чистовой вариант и финальная оплата. И на моменте, когда он утвердил, вернее нет, когда я даже еще работала над эскизом, а он готовил предоплату, он мне прислал ММС, и это было в 2018 году, ММС с фотографией своей руки с купюрами и с подписью, что вы не волнуйтесь, я платежеспособен, я уже тут денежки собрал. А нет, даже не на «вы», он тогда еще на «ты» со мной был. Давай, говорит, пересечемся возле того-то, того-то магазина. Но я эту тему мягко свела на нет. Решили перейти на безналичную оплату. Я вроде успокоилась. Через некоторое время от него приходит 500 рублей на счет телефона. Причем, что у меня тариф с абонентской платой. Я плачу фиксированное количество в месяц, и тут мне приходит 500 рублей. Он это объяснил тем, что художник, по его мнению, не должен голодать. Я же, правда, даже обиделась. Такой вот, знаете, выискался благодетель, такой меценат. Чтобы, значит, художник в ожидании предоплаты без его 500 рублей на счет телефона не помер с голоду. Это при том, что я брала заказы в свободное от основной работы время и свободное от основной зарплаты время. Я ему вернула деньги, объяснила, что таких подарков не принимаю. Доделала заказ и отказалась от всех дальнейших проектов с ним, хотя у него были большие планы. Еще один, кстати, момент, который мне очень не понравился в работе с этим заказчиком. При всех моих просьбах давать ТЗ в переписке, в письмах, чтобы я потом смогла перечитать, все его письма были довольно-таки скудными. После этого он перезванивал и 40 минут трепался по телефону. Из этих 40 минут было чуть-чуть ТЗ, и большую часть времени он посвящал какой-то эзотерике, лавкрафтовским древним. Вот вы знаете, вот хтонические существа, вот ты смотришь в их глаза. Ну, вы понимаете, вот таким у нас было обсуждение подробностей заказа. Ой, платил он, конечно, исправно, но я рада, что закончилось с ним сотрудничество. И сегодня на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайк. Если вам не понравилось, вы можете поставить дизлайк, но тогда в ночных кошмарах вам явится мама дяди Федора.
А я с вами прощаюсь. Хорошего дня. Ой, следующая история произошла не со мной, но это просто эпик. Блин, остановила, а наушник не воткнула. Происходит на экране? Нет, темно? Запись видео. А, запись идет. Да.